Александр Ульянов. Воспоминания и жизнь. Биография. 8 мая 1887 года на эшафоте, установленном во дворе Шлиссельбургской крепости, оборвалась жизнь Александра Ильича Ульянова. Ему тогда исполнилось 21 год. Михаил Васильевич Новорусский, приговоренный вместе с ним к повешению, оно было заменено ему бессрочной каторгой. Отсидев 19 лет в одиночной камере той же крепости, писал о своем товарище. Он сгорел, не успевший вырасти. Его вырвали из жизни, не дав сложиться окончательно этой даровитой личности с благороднейшим нравственным обликом. Он мелькнул, как метеор на историческом небосклоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной жизни, до первой Российской революции 1905 года и за 30 лет до нашей пролетарской революции. Как всякий афоризм, душа которого, краткость — это сравнение с метеором, не может, конечно, служить исчерпывающей характеристикой. Но афоризм удачный всегда остро схватывает в характеризуемом человеке явление что-то наиболее яркое, существенное. Образ метеора, примененный к Александру Ульянову, нам представляет счастливой находкой Новорусского. Действительно, активная революционная деятельность Ульянова была подобна быстротечному существованию метеора в земной атмосфере. Если даже включить в нее речь на суде, содержавшую бесстрашную критику царского строя, то и тогда вся она уложится в какие-нибудь 5 месяцев. Будто ослепительная вспышка сгорающего метеора, она на мгновение осветила беспросветный мрак реакционного царствования Александра III. Ученые, анализируя спектр излучения небесного пришельца, получают понятие о его химической природе. Мы же, анализируя особенности террористического заговора, в котором участвовал Александр Ульянов, можем многое понять в характере последнего и составить представление о мотивах, приведших к покушению на царя. Разумеется, такой анализ невозможен, если замкнуться в трехмесячном интервале времени, когда складывалась и действовала террористическая группа, в которую входил Ульянов. Недостаточен и трехлетний период его студенческой жизни в Петербурге. Понадобится заглянуть в Симбирск, город детства и ранней юности. Не обойтись нам без упоминания об отце, матери, об атмосфере, царившей в этой удивительной семье. Ленинская оценка удивительного террора как бесполезного и даже вредного оружия революционной борьбы, когда он не связан с массовым революционным движением и не диктуется конкретными условиями момента, давно уже стала для нас аксиомой. Однако мы до сих пор не перестаем восхищаться героями народной воли. Восхищаемся не только их бесстрашием, готовностью к самопожертвованию, но также той двухлетней титанической деятельностью, которая потребовалась для того, чтобы привести в исполнение смертный приговор, вынесенный ими Александру II. Народная воля была могучей революционной организацией, ее исполнительный комитет являл собой блестящую плеяду людей, вышкаленной многолетней подпольной работой. Ее систему конспирации, созданную Александром Михайловым, надо признать почти безупречной. Народовольцы были силой, перед которой трепетал царь, а огромный полицейско-жандармский аппарат Российской империи часто оказывался несостоятельным. Группа Ульянова была малочисленна, в ней насчитывалось не более десятка молодых людей, решивших взяться за оружие революционного террора. Все они были студентами, жившими на легальном положении и, следовательно, находившимися
как и вся студенческая масса столицы, под пристальным взором полиции. В отличие от народовольцев, они не располагали сколько-нибудь значительными денежными и техническими средствами. У них не было ни малейшего опыта конспиративной работы. Подбор участников группы, когда ею руководил студент Петр Шевырев, осуществлялся с легкомысленностью непростительной. Короче говоря, если с такой практической точки зрения подходить к этому заговору, трудно найти в нем что-либо похожее на блестящую заговорщическую деятельность народной воли. Но возможен и иной подход к этой трагической истории. Именно он приводит нас к правильной оценке. Ошибки и промахи не могут быть поставлены в вину людям, которые самозабвенно отдались революционной борьбе, не имея практического опыта. Это не вина их, а беда. И она нисколько не умаляет красоты их подвига, потому что подвиг, совершаемый во имя истинно высокой цели, всегда независимо от практического результата прекрасен. Санкт-Петербург, столица Российской империи. Он вызывает у нас восхищение выдающимися нравственными достоинствами людей, готовых жертвовать жизнью даже в самых неблагоприятных условиях революционной борьбы. Вот почему мы видим Александра Ульянова, как и его товарищи, в одном ряду с героями народной воли. Наиболее полно и ярко проявились нравственные основы его личности, вся его богатая натура, когда он вступил на путь террористической борьбы. Это и был тот миг, та самая исключительная ситуация, в которой человек, быть может, один единственный раз в жизни, сам того не осознавая, распахивается настежь и дает нам возможность разглядеть его внутренний мир во всем богатстве. Санкт-Петербург, столица Российской империи. Среда, 31 декабря 1886 года, 9 часов вечера. Александр Ульянов, студент Императорского университета, поджидал Ореста Говорухина, одного из ближайших товарищей, с которым всегда учился на 4-м курсе физико-математического факультета. Им предстояло идти на новогоднюю вечеринку. 2 комнаты, которые совместно снимали Ульянов и его земляк Чеботарев, были чем-то вроде отдельной квартиры. Они имели обособленный вход с улицы от хозяйской половины дома, смотревший окнами во двор, отделялись капитальной стеной. Жизнь здесь была тихая и к тому же вполне по карману. Чеботарев недавно ушел, он встречал Новый год в своей компании. Говорухин не заставил долго себя ждать. Еще с порога, сняв шапку, разматывая шеей толстый домашний вязкий шарф, спросил: «Ну как, сестра, уговорил?» «Нет», — отказалась категорически, и будет коротать в одиночестве. Александр развел руками. При ее-то меланхолическом характере в новогодний вечер, да ты что, Ильич, среди студентов, объединенных Донским и Кубанским землячествами, Говорухин был казак из станицы Усть-Медведецкий. Существовал обычай именовать друг друга преимущественно по отчеству. Он принялся решительно наматывать шарф обратно на шею, приговаривая: «Одевайся, одевайся, немедленно, и пошли. Уж вдвоем-то мы ее убедим». 31 декабря 1886 года запечатлелась в памяти Анны Ильиничны Ульяновой как один из черных дней жизни. Расставалась она с уходящим годом, оказавшись в одиночестве, и понимала его самыми неудобными словами. С первых дней принес он несчастье, смерть отца, и Анна предалась горестным воспоминаниям. Вселял тревогу и день завтрашний. За последний месяц она не впервые старалась понять, что случилось, почему в их тесной дружбе с братом обнаружилась какая-то трещина, которая заметно ширилась, грозя превратиться в отчуждение. Александр занимал в ее жизни слишком большое место, чтобы это не вызывало мучительной тревоги.
В воспоминаниях об Александре Ильиче Ульянове, впервые опубликованных в 40-летнюю годовщину его трагической гибели, Анна Ильинична открыто, не боясь быть заподозренной в сентиментальности, рассказала читателю о своей нежной любви к Александру, о глубоком уважении и преданности. Арестованная в один день с братом, Анна Ильинична из тюрьмы, куда ее заключили, писала в другую тюрьму, где находился Александр. «Лучше тебя, благодарнее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра, это скажут все, кто знал тебя». Анна не ошиблась. Все, знавшие Александра Ульянова, не расходились с ней в оценках его душевных качеств. Легко представить теперь, каким тяжелым камнем легло на сердце Анны то, что было со страхом воспринято ею как начавшееся отчуждение. К тому же она терялась в догадках. Осенью 1883 года Александр был зачислен на естественное отделение физико-математического факультета. Осуществилась, наконец, его заветная мечта – стать студентом Петербургского университета, где обучали естественным наукам такие профессора, как Менделеев, Бутлеров, Вагнер. Анну приняли на Бестужевские высшие женские курсы, по окончании которых она намеревалась заняться педагогической деятельностью. Вышло так, что поселились они далеко друг от друга. Александр нашел пристанище на петербургской стороне, на Съезженской улице, в небольшом деревянном доме. Ему очень повезло. В комнату ход вел прямо из передней. Соседняя комната, гостиная, обычно пустовала. Было тихо, удобно для занятий, и хозяйка была внимательная, добросердечная. Анна сняла комнату на Сергиевской, прельстившись близостью к дому Боткина, где тогда размещались бестужевские курсы. Чтобы встречаться друг с другом, надо было пешим порядком отмахать не одну версту. Пользоваться конкой не позволял скромный бюджет, и все же встречались они тогда очень часто. Первое облачко набежало осенью 1886 года, вскоре после того, как они, проведя лето в Симбирске, вернулись в Питер. Александр неожиданно для Анны решил, сняв 2 комнаты, поселиться с Чеботаревым, товарищем гимназических лет, только что окончивший Петербургский университет. Почему не со мной? Вырвалась у Анны острая обида. Брат стал объяснять, у него теперь что ни день бывают университетские товарищи по делам студенческого научно-литературного общества, симбирского землячества. Кстати, и библиотеку землячества решено поместить в одной из комнат. Ей, Анне, лучше всего поселиться в его прошлогодней комнате у хорошей испытанной хозяйки. Жить он будет неподалеку. Объяснения были ни к чему. Анна их толком даже не слышала, мысленно твердила одно: не хочет Саша со мной селиться. Живут они теперь рукой подать, это верно, а видится гораздо реже, чем раньше. «Брат», — писала Анна Ильинична, отправляясь на новогоднюю вечеринку, зашел ко мне, но не один, с Говорухиным. Они звали и меня, помнится, больше Говорухин, чем брат. Но я вообще, большая домоседка, была в своем настроении траура, не расположена идти на веселье, да к тому же и публика там должна была, кажется, быть мало знакомая. Помня, что брат первый год нашей питерской жизни приходил ко мне встречать Новый год, 2 следующие зимы я проводила праздники в Симбирске. Зная, что он вообще не сторонник большого веселья, глядя, очевидно, чересчур сквозь призму своего настроения, я просила его остаться у меня, но он стремился настойчиво, как ему не было свойственно в таких случаях, когда он видел причиняемое отказом серьезное огорчение, уйти на вечеринку. Само собой разумеется, Александр понимал, в каком состоянии осталась сестра, но поступить иначе не мог.
Он ухватился за вечеринку ради того, чтобы избегнуть встречи Нового года вдвоем с Анной. При их душевной близости, годами выработанном умении понимать друг друга, с полуслова и даже нередко читать в мыслях, теперь такие встречи не приносили. Да и не могли приносить былой радости. Анна тяготилась непривычной и непонятной замкнутостью брата. Он — необходимостью таить от нее крутой поворот в собственной судьбе. Но главное, эти встречи стали опасны для Анны. Он сознавал, что сестра мучительно терялась в догадках. Но мог ли он выдать свою и одновременно не ему одному принадлежащую тайну, а если б и выдал? Вряд ли смогла бы выстоять ее нервная натура, испытав этот неожиданный удар. Для них обоих было бы счастьем, если б Анна и в этом году уехала на рождественские каникулы в Симбирск. И матери легче было бы вместе с ней пройти через скорбную годовщину. Но Анна ни за что не хотела уезжать, а Александр, движимый любовью к ней, невольно причиняя боль, обиду, вынужден был отгораживаться от сестры. Любой исход задуманного покушения на царя, удачный, неудачный, почти неуминуемо приведет его на эшафот. Это он знал, к этому был готов, и нельзя было допустить, чтобы Анна, как и другие близкие и непричастные к делу люди, пострадали. Кстати, пришла пора сказать Чеботареву, что надо разъезжаться, и это нелегкое дело. 3 месяцев не прошло, как они поселились вместе. Жизнь наладилась быстро и хорошо. Оба были довольны ею вполне. И вдруг разъезжаться. Нет ничего удивительного, если и Чеботарев воспримет его решение с обидой. Хуже того, сочтет легкомысленным и безответственным человеком. Но ему также, не подозревающему о заговоре, Александр не мог открыть истинных мотивов своего поступка. Однажды Надежда, Чеботарев умница, поймет, что это не каприз, поймет, не станет допытываться и простит. Примерно так и вышло в первой половине января, писал Чеботарев много лет спустя. Александр Ильич сказал мне, что некоторые из посещаемых его товарищей могут быть серьезно скомпрометированы, и что если я не хочу рисковать собой, то нам лучше всего разъехаться. В мемуарах современников в иных литературных источниках нет ни слова о том, где Ульянов встречал 1887 год. Лишь Анна Ильинична неопределенно обмолвилась. Публика там должна была, кажется, быть мало знакомая. Задумаемся все же над этой фразой. Прежде всего, она исключает из возможных мест новогодние встречи, студенческие квартиры, где Александр бывал в последнее время особенно часто. Например, удобную квартиру Сергея Никонова, одного из участников террористического заговора. Здесь собирались в узком товарищеском кругу, сюда даже под Новый год малознакомые люди не могли быть званы. Фраза Анны Ильиничны наводит на мысль, что вечеринка, скорее всего, устраивалась в доме, где брат, возможно, никогда не бывал. По крайней мере, своим человеком не являлся. В ином случае и Анне он был бы близок, а это никак не вяжется с характером, тоном ее рассказа. Возможно, для этого есть кое-какие основания. Брат и Говорухин звали Анну Хренковым. Их квартиру студенческая молодежь посещала охотно. Встречали ее здесь радушно. Анна у Хренковых не бывала. Они в круг ее знакомых не входили. Ничто личное не связывало с ними и Александра. Но 2-3 раза он заходил к ним по каким-то делам. Об этом мы знаем по воспоминаниям Валентины Иововны Дмитриевой, писательницы народнического толка, дружившей с молодой хозяйкой дома. Именно здесь, в квартире Хренковых, она однажды в конце 1886 года встретила Александра Ульянова
и его оригинальный образ запечатлелся в памяти настолько ярко, что впоследствии послужил ей прототипом одного из героев романа «Червонный хутор». Дмитриева оставила нам не только запоминающееся описание внешности, манеры, поведения Александра, но и не без успеха попыталась заглянуть в его внутренний мир. Наконец, не менее важно и то, что, изображая царившую в доме Хренковых атмосферу, она тем самым в какой-то мере погружала читателя в общественную атмосферу тех лет, когда Ульянов учился в Петербургском университете. Вот зарисовки четы Хренковых. Оба они были сибиряками, но совершенно разные по характеру люди. Хренков – последователь и поклонник Владимира Соловьева, философа-идеалиста, богослова, поэта-символиста. Непротивленец с полумистическим уклоном. Его жена Софья Германовна, урожденная Гоффенгаус, прирожденная бунтарка, с горячим боевым темпераментом, остроумная, решительная и скорая в своих действиях. Однажды, не задумываясь, в морозную ночь, она сняла с себя теплую кофточку и отдала ее нищей с ребенком. Хренков по характеру человек мягкий и добрый, отвергал террор, с осуждением относился к деятельности народной воли, будучи убежден, что она только и привела к взаимному ожесточению и кровопролитию, а затем к черной реакции Александра III, прощение в высшей мести. Любил он повторять слова Ариэля из «Бури Шекспира». Хренкова, по словам Дмитриевой, насквозь была пропитана революционным духом. Разговоры и ожесточенные споры на политические темы в этом доме велись неумолчно. И какие только мнения не высказывались. Однако, как ни пестры были политические настроения и взгляды сходившихся здесь людей, ожесточенность их споров чаще всего отражала не крайность позиции, а оттенки все той же политической разочарованности. Знаменовало крушение веры в бомбу, должествовавшую, по мысли многих активных революционеров, не только лишить жизни царя, но и вызвать вооруженное восстание. Инсуррекцию, как часто на иностранный манер выражались деятели народной воли, казнившие Александра II. Поэтому тем, кто и после воцарения Александра III продолжал считать революционный террор необходимым результатным средством борьбы с царизмом, ни к чему было ввязываться в ожесточенные споры под гостеприимной кровлей Хренковым. Дмитриева отчетливо это показала в рассказе о самой встрече Александра Ульянова. И вот однажды, зайдя к ним, писала Дмитриева, я увидела незнакомого юношу-студента. Встретить там незнакомое лицо было явлением обычным, много их перебывало у Хренковых. Но этот юноша почему-то особенно привлек мое внимание. Смугловато-бледный, с большим лбом, нахмуренными бровями и крепко сжатым ртом. Он сидел в уголке, молчал, из-под-лобья поглядывал на присутствующих. По-видимому, он внимательно прислушивался к разговору, но во всей его фигуре, выражение лица, в этих напряженно сдвинутых бровях было что-то какое-то самоуглубленное, сосредоточенное, чуждое всему окружающему, что казалось, будто мысль его не здесь, что им владеет какая-то своя особая, страшно важная и захватывающая идея. В это время вокруг Хренкова разгорелся обычный спор о том, что делать. Не помню, кто-то заговорил о том, что террор после неудачи акта 1 марта, то есть несбывшихся надежд на коренных общественных преобразованиях в результате цареубийства, В.С. доказал свою полную несостоятельность и что теперь нужно перейти к другим методам борьбы с реакцией. С подпольщиной нужно покончить навсегда, и все силы необходимо направить на культурную работу, идти в земство, учить, лечить,
бороться с невежеством народным не бомбами, а книгой. Поднялся шум, слышались отдельные слова: революция, эволюция, статистика, страшнее динамита, агрономия — вот главная задача. А Хренков неторопливо и проникновенно пытался усмирить эту бурю мнений своими полумистическими изречениями. Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших, ибо зло питается злом. И вдруг молчаливый студент точно проснулся. На смуглых щеках его проступил легкий румянец, изломанные хмурые брови приподнялись, в глазах и на губах заиграла насмешливая улыбка. В первый раз он взглянул на меня и сказал как бы про себя, ни к кому особенно не обращаясь: «Чудаки, корочка хлеба хотят человечество осчастливить». Я не успела ничего ответить, да и не знала, со мной ли он говорит. К нему подошел Хренков. «Вы что-то сказали, коллега?» «Ничего, удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротивление злу. Вот как... Вот каша-то. А народ как издыхал в грязи в темноте, так и издыхает. А по-вашему, что же нужно?» С оттенком снисходительности у него была такая манера, сказал Хренков. Не знаю, тон ли этот не понравился студенту, или он вообще не хотел говорить в незнакомом обществе, но он весь как-то сжался, снова нахмурился и встал. «Это, знаете ли, длинная история, мне пора уходить, в другой раз как-нибудь». Он мешковато сунул руку Хренкову и мне, отошел к Софье Германовне и, обменявшись с ней несколькими словами, исчез. Но его оригинальный образ завпечатлел в моей памяти, и через несколько дней я спросила Софью Германовну, кто такой этот сумрачный студент с трагическими глазами. «А это Ульянов. Я его сама мало знаю, но по делу приходил». Разумеется, атмосферу дома Хренковых со своей его толчии разнокалиберных людей с пестротой мнений, хаотичностью споров нельзя принимать за микроскопическую копию общественной жизни России того времени. У нас еще явится возможность пристальнее вглядеться в эту эпоху. Но в зарисовках Дмитриевой, пусть неплохо, кое в чем, однако, отразились две ее существенные черты. Во-первых, апатия, охватившая значительную часть интеллигенции, еще вчера готовая аплодировать народовольцам, апатия, вызванная политической безрезультатностью цареубийства и крайней реакционностью нового царствования. Во-вторых, идейный разбор в самом революционном стане, мучительные колебания в выборе дальнейшего пути. По выражению Владимира Ильича Ленина, революционеры исчерпали себя 1 марта. В рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации. Молодой революционной поросли, которой принадлежал Александр Ульянов, приходилось самостоятельно определять свою позицию. В конце 1886 года он пришел к твердому решению стать на путь террористической борьбы, а с января следующего года считал себя формально принадлежащим террористической группе, куда кроме него входили на первых же порах студенты Шеварев, Лукашевич, Никонов, Говорухин. 31 декабря на стол директора департамента полиции Дурнова был положен рапорт начальника Петербургского охранного отделения, к которому прилагался добытый негласным путем несчастный устав студенческого научно-литературного общества. В рапорте перечислялись и с чисто жандарской дотошностью освещались все лица, стоявшие во главе общества. Об Ульянове, секретаре научно-литературного общества, в рапорте сообщалось подробно. Александр Ильич Ульянов, 20 лет, проживает по Александровскому проспекту в доме номер 21, квартира 2, вместе с кандидатом университета, причисленным ныне к Департаменту земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ, Иванов Николаевич Чеботарев.
25 лет. Ульянов имеет мать, 2 сестер и 2 братьев, проживающих в городе Симбирске, и сестру Анну, 23 лет, состоящую слушательницей высших женских курсов. Из знакомых Ульянов можно указать на студента военно-медицинской академии Василия Михайлова Бурлакова, известного департаменту полиции университета Сергея Семенова-Мельникова и Сергея Павлова Феократова, братьев Семена и Арсения Илларионовых, Хлебниковых, акушерку Ревекку Абрамову-Шмидову и дочь священника Раису Ивановну Калайтан. Политическая благонадежность знакомых Ульянова, равно и его самого, весьма сомнительна, так как все они принадлежат кружку кубанцев и донцов. Рапорт кончался следующими строками. Из поименованных выше лиц имелись в виду лица, возглавлявшие научно-литературное общество В.С. Один Ульянов и отчасти Сыромятниковых являются личностями в политическом отношении неблагонадежными. Хотя на основании параграфа 15 Уставом все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, но тем не менее предварительное совещание членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно если принять во внимание, что такая личность, как Ульянов, играет в том обществе выдающуюся роль секретаря. Это пристальное внимание петербургской охранки к Ульянову, агентурное наблюдение за его квартирой, за людьми, посещавшими ее, возникло еще в октябре, и рапорт являлся отчетом об исполнении поручения, которое департамент полиции возложил на Петербургское охранное отделение своим отношением за номером 2655/604, датированным 31 октября. Но вот во второй половине ноября, после студенческой демонстрации у ворот Волкова кладбища, слежка резко усилилась. Начальник охранки подполковник Секеринский доносил утром 17 ноября департаменту. Получено мною сведения, что сего числа в час дня предполагается общестуденческая панихида на могиле Добролюбова. По сведениям, соберется до 1000 человек. Причем собирающиеся предполагают после панихиды произвести демонстрацию. Сего числа сообщал в письме к Дурново петербургский градоначальник генерал-лейтенант Грессер. Учащаяся молодежь обоего пола высших учебных заведений столицы намерена была произвести под предлогом чествования 25-летней годовщины смерти литератора Добролюбова демонстрацию на Волковом кладбище, подробности о которой мной доложены вашему превосходительству в особой записке. Грессер предлагал, вводя сношения с подлежащими министерствами, в ведении коих состоящих высшие учебные заведения, принять меры к воспрепятствованию молодежи этой фигурировать в подобных демонстрациях. 18 декабря Дурново обратился к Грессеру ввиду полученных сведений о сношениях Александра Ильича Ульянова с лицами, высланных из Петербурга за демонстрацию в день годовщины смерти Добролюбова. Департамент полиции имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать в распоряжении о собирании подробных сведений о деятельности в круге знакомых студента Ульянова и о последующем не оставлять вашими уведомлениями. И Грессер, конечно, не оставлял. В частности, его подробная записка об Ульянове, круге знакомых, о кружке кубанцев и донцов, о студенческой столовой этого кружка, как месте конспиративных встреч, намеченная 2 января 1887 года, кончалась следующим абзацем. Ввиду того, что большинство знакомых Ульянова суть лица, скомпрометированные в политическом отношении, он сам также должен быть признан за такое лицо. Кроме того, Ульянов с сестрою своею и сожителем по квартире Иваном Николаевичем Чеботаревым является организатором малороссийского кружка,
сведения о коем собираются по записке Департамента полиции от 22 декабря 1886 года за номером 138/762. Насколько энергично шныряли в студенческой среде шпики-охранки, можно судить из донесения подполковника Секеринского. Буквально через несколько дней после решения группы Ульянова выпустить прокламации о репрессиях, связанных с Добролюбовской демонстрацией, Секеринский сообщал в департамент, дознано мной агентурным путем, что 18 ноября по этому поводу происходила сходка студентов, на котором было решено издать прокламации двух родов к студенчеству и к российскому обществу. Из них первого рода прокламации предположено распространять среди знакомых и товарищей, а второе – опускать в ящики, устроенные во входных дверях частных квартир. Здесь все до мельчайших деталей соответствовало решениям, принятых на квартире у Александра. Вспоминая это время, Чеботарев писал: «Мы видели, что слежка за нашей квартирой усилилась. Шмыгали агенты тайной и явной полиции. Дворник постоянно изыскивал повод войти в квартиру. И тем не менее это мало беспокоило Александра Ильича». Нетрудно понять, почему не выражал беспокойства сам Чеботарев. Он не был связан с заговорщической деятельностью Ульянова, даже не знал о ней. Впоследствии на суде, где он присутствовал в качестве свидетеля, да и то вызванного не следственными властями, а подсудимым, Ульяновым, к нему никаких претензий не предъявлялось. Но Александр Ильич, он-то почему мало беспокоился? Может быть, потому что до конца декабря в его действиях еще не было фактически ничего такого, за что полагалось отвечать по всей строгости неумолимых законов Российской империи. Как бы то ни было, в канун Нового года жандармско-полицейская грозная туча сильно сгустилась и низко нависла над его головой. Сергей Никонов, вспоминая спустя 40 лет студенческие годы, писал: «Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовалось гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?» Никонов не преувеличивал. Идея цареубийства носилась в воздухе. Михаил Степанович Ульминский, один из старейших большевиков, в разговоре с Анной Ильиничной, который состоялся уже после Октябрьской революции, высказал ту же мысль, характеризуя настроение революционной молодежи в середине 80-х годов. Он и сам тогда народоволец, кстати сказать, поступивший в Петербургский университет одновременно с Ульяновым, подумывал о террористическом акте, и тем не менее слухи о неудавшемся покушении на Александра III, мгновенно распространившиеся после ареста Ульянова и всех остальных участников террористической группы, ошеломили петербургское студенчество. Особенно слух, будто в числе арестованных Ульянов кое-кто просто счел это за вздор. Иные склонны были объяснить недоразумение, на худой конец роковой случайностью. Другой реакции быть не могло среди широкого круга студентов, знавших Ульянова по совместному слушанию лекции по работе в студенческом научно-литературном обществе. В этой среде он был известен и уважаем как выдающийся своими способностями и знаниями студент-естественник, прямо-таки влюбленный в избранную область науки и поглощенный ею целиком. А его успехи в занятиях по зоологии, год назад увенчавшие университетской золотой медалью за конкурсную работу о кольчатых червях, а слух, что его решено оставить при университете для подготовки к профессорскому званию. Вот в этом слухе никто не сомневался.
Наконец его видели до самого последнего дня на лекциях, которые Ульянов посещал, как всегда, аккуратнейшим образом, видели работающим с обычной для него, а в общем-то редкой усидчивостью. В зоологическом кабинете, где он продолжал потрошить кольчатых червей, какой уж тут террористический заговор. Но и в более узком кругу, среди товарищей, хорошо знавших Александра по работе в Симбирском студенческом землячестве, в Центральном кружке Объединенного союза землячества, в экономическом кружке саморазвития, среди тех, кто вместе с ним не только изучал последнее слово в философии, политической экономии, истории, но и обсуждал жгучие вопросы политической жизни России. И в этом более узком кругу весть об его участии в террористическом заговоре также вызвала что-то вроде столбняка. Впрочем, некоторые из товарищей Александра Ильича, принадлежавшие именно к этому кругу, много позже в своих воспоминаниях отмечали печать смерти, которую они якобы разглядели на его лице незадолго до неудачного покушения. Чтобы не замешать нас, Ульянов заранее вышел из кружка, писал в 1908 году В. Бартенев, один из участников экономического кружка. Как-то случайно он зашел на одно заседание за 2 недели до 1 марта. Быть может, зашел взглянуть на нас в последний раз и мысленно проститься с нами. Вид его тогда поразил многих. Он весь вечер просидел молча, задумчиво, глядя на своими большими темными глазами. Я очень живо помню его лицо, матовой белизны, немного широкоскулое, всегда спокойное и серьезное, шапка черных, слегка вьющихся волос на голове. Но в этот вечер его лицо было точно освещено каким-то внутренним светом и казалось преображенным. И не я один обратил на это внимание. Многие из нас после того, как его арестовали, вспоминали о выражении его лица, лица человека, обрекшего себя на смерть. Однако это превосхищение задним числом, неумышленное, конечно, явно расходится с воспоминаниями тех, кто был очень близок к Александру, близок повседневно, достаточно назвать Чеботарева. Последний даже после того, как Ульянов предложил разъехаться, ни по внешнему виду, ни по манере поведения своего друга не предугадывал надвигающейся трагедии. Кстати, не сказалось ли это предвосхищение и на портрете, нарисованном Дмитриевой, сумрачный студент с трагическими глазами и прочее? Лишь тогда, когда Александра заставила одного из врасплох, могла явиться такая мысль. Например, у будущего шлиссенбургца Михаила Новорусского, который когда-то зашел к Ульянову, не постучавшись по рассеянности в дверь его комнаты, и стал минутным свидетелем роковой борьбы в душе Александра Ильича. Новорусский писал, лицо его обыкновенно спокойное и приветливое, было необычайно тревожно и грустно. Он немедленно поднял голову, услыхавши мои шаги, и было видно, что я оторвал его как бы от тягостного сна, от которого он с трудом очнулся. Я чутьем понял, что он только что решил для себя тяжелые вопросы, может быть, вопрос жизни и смерти, и невольный вопрос «что с ним?» у меня замер на устах. В том-то и дело, что Ульянов оставался до последней минуты непроницаемым для всех, кто не был посвящен в террористический замысел. Тут сказывалась его редкостная выдержка, железная самодисциплина. Даже Анна проглядела превращение студента всеми помыслами отдававшегося науке в революционера-террориста. А ведь она была все время рядом с братом. И в тот момент, когда эта метаморфоза совершалась, настойчиво задумывалась над переменой в их отношениях, над отчуждением, которое приносило ей столько горестных переживаний. По ее собственному признанию, не раз она оказывалась у самого порога тайны, но так и не сумела переступить его. Даже после ареста брата, подумать только, будучи и сама арестована в тот же день, она все еще блуждала в потемках.
И только в тюрьме, узнав о покушении студента Генералова, знакомого Саши, на жизнь царя и побывав на допросах, она все поняла. Только тогда открылась ей истинная причина нежелания Саши встречать Новый год с ней вдвоем. Уже в тюрьме, продумывая подробно все поведение брата за последнее время, я поняла, что при состоявшемся решении принять участие в террористическом акте, что скрывалось от меня, ему, такому правдивому, что он мог только уклониться от ответа, а не солгать, так глубоко любящему мать и семью, что он должен был очень болезненно переживать подготовленную ей горе. Было просто невмоготу остаться в этот вечер со мною с мыслями о семье. Александр Ильич рассказывала на суде об умственном процессе, который привел его к террору. Однако личные мотивы, то есть причины, толкнувшие именно его, Александра Ильича Ульянова, на дорогу террористической борьбы, в этой речи были им сознательно обойдены. Равным образом не писал об этом с его слов ни один из авторов воспоминаний. Между тем мы более всего озабочены задачей рассказать читателю о том психологическом процессе, в результате которого всепоглощающая в жизни Ульянова страсть к науке сменилась все поглотившим, в том числе и самую жизнь, террористической деятельностью. Если же автор при этом решительно сторонился всякой вольной фантазии, где ему было искать почву самодоверчивости, достоверности, лучше, чем воспоминания Анны Ильиничны, не найти. Ее мысли о решении Александра пожертвовать собой ради цареубийства, сведенные воедино и изложенные в форме разговора с вооруженным голосом, и послужат нам надежной основой для того, чтобы попытаться восстановить в былой подлинности интересующий нас психологический процесс. Анна Ильинична, как и другие авторы воспоминаний об Александре Ульянове, справедливо считала добролюбовскую демонстрацию с ее последствиями непосредственной причиной, толкнувшей его на террор. Инициатором демонстрации, по свидетельству Никонова, был экономический кружок. В начале года студентам удалось организовать демонстрацию, приуроченную к 25-летию освобождению крестьян. Полиция ее проморгала. Одобренные таким успехом, студенческие организации живо откликнулись на призыв экономического кружка провести демонстрацию в день 25-летия со дня смерти Добролюбова. Подготовка велась открыто, но в объятиях о сборе на Волковом кладбище говорилось лишь о панихиде и возложении венков на могилу знаменитого критика. 17 ноября около полудня, когда демонстранты заполнили пустырь перед Волковым кладбищем, они обнаружили, что его ворота на замке, а решетка ограды защищены большим отрядом полиции во главе с полицмейстером, который объявил о запрещении панихиды. Ответом были негодующие выкрики. Начались даже отдельные стычки между полицейскими и студентами. Атмосфера быстро накалилась. Полицмейстер, опасаясь более серьезных эксцессов, пошел на уступку, дал возможность небольшой группе студентов пройти за ворота и возложить венки на могилу. Как-никак это была победа, хоть и маленькая, и демонстранты, немного помитинговав, решили не расходиться, а направиться в центр столицы, к Казанскому собору, где 10 лет назад состоялась знаменитая демонстрация студентов и рабочих, организованная землей и волей. Дело принимало такой оборот, что могло кончиться кровопролитием, хотя сами демонстранты шли спокойно, организованно. Дальнейшее передадим словами студентам Петербургского университета М. Брагинского, в воспоминаниях которого Александр занимает центральное место. Ульянов явился одним из деятельных организаторов этой демонстрации и одним из самых энергичных ее участников. Мне никогда не приходилось наблюдать Ульянова в таком состоянии. В продолжении всей демонстрации
а она длилась с утра до поздних сумерек. Ульянов был в сильно приподнятом настроении. Его настроение достигло крайней ступени возбуждения, когда огромная толпа демонстрантов с революционными песнями, продвигавшихся к Казанской площади, была остановлена цепью конных казаков, преградивших ей путь в Лиговке, не доходя до Николаевского вокзала. И когда вскоре затем перед демонстрантами появился градоначальник генерал Грессер, я находился в этот момент вблизи Ульянова, шедшего все время под руку со своей сестрой Анной Ильиничной и положительно заражавшего всех своим боевым настроением, бурно проявившихся, как только он увидел приближавшегося к нам градоначальника. Точно электрическим током всего пронизывало его при виде ненавистной фигуры Грессера. С побледневшим лицом, загоревшимися гневом глазами Ульянов с криком вперед, увлекая за собой других и прилагая себе путь сквозь гущу демонстрантов, устремился навстречу подходившему к нему градоначальнику, точно собираясь уничтожить его тут же на месте. В ту же минуту и вся огромная толпа демонстрантов, охваченная необыкновенным волнением, пришла в движение и с криками «Вон! Долой!» ринулась на градоначальника и чуть не сбила его с ног. Демонстрантов выпускали из оцепенения маленькими группами, однако часть из них была задержана и отведена в полицейский участок, находившийся в 2 шагах. Вечером на квартире Ульянова собрались близкие товарищи, делились впечатлениями, тревожились о тех, кто был арестован, ждали дальнейших арестов. Настроение было озабоченное, подавленное. Но когда явились несколько человек из числа уведенных в кутузку и сообщили, что выпустили в конце концов всех, народ повеселел. Наутро радостное чувство победы сменилось нешуточной тревогой, вызванной репрессиями, обысками, арестами, высылкой некоторых участников демонстрации. Около 40 человек высылались из Петербурга в различные места под надзор полиции. И тогда на совещании, происходившем также в квартире Ульянова и Чеботарева, было решено напечатать на гектографе листовку с протестом против действий властей. Текст ее взялся писать сам Александр Ильич. Озаглавленная 17 ноября в Петербурге, она в спокойных тонах, подробно излагая все события этого дня, указывала на мирные цели студентов, желавших только воспользоваться своим правом служить панихиду, по тем лицам которых мы признали своими учителями, которые завещали нам бороться с неправдой и злом русской жизни. В листовке говорилось об издевательских действиях Грессера, заставившего демонстрантов несколько часов стоять под дождем в лужах, о последующих репрессиях, и делался вывод, что не из опасения беспорядков были брошены полицейские и казаки. Мирный характер манифестации не вызвал сомнений. Правительство, очевидно, было против самого факта чествования Добролюбова. У нас на памяти немало других таких же фактов, говорилось далее, где правительство ясно показывало свою враждебную самым общекультурным стремлением общества. Один из последних абзацев листовок гласил: «Итак, всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных, литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже их громом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей Родины, всего это не существует для русского правительства. Но тем-то и важны и дороги такие факты, как 17 ноября, что они показывают всю оторванность правительства от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы». Заканчивалась листовка энергичным заявлением, грубой силе, на которую опирается правительство,
Мы противопоставим тоже силу, но силу, организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности. Обвинительность на процессе Ульянова и его товарища обер-прокурор правительствующего Сената Неклюдов пытался в своей речи истолковать последние строки листовки как неприкрытую угрозу террора. С юридической точки зрения это являлось грубой подтасовкой, подлогом, потому что в них ясно говорилось о духовной солидарности, о действиях, подобных добролюбовской демонстрации. Но, быть может, об этом следует задуматься для самого автора листовки. Его заключительная фраза и стала тем толчком, который подвинул его на террор. Подкрепляя свое мнение о влиянии добролюбовской демонстрации на судьбу брата, Анна Ильинична писала: «В наше время может показаться диким по несоответствию. Разогнанная студенческая демонстрация толкает на самоубийство, на террор. Нам трудно перенестись за 40 лет назад в психологию того проклятого Богом, по выражению Якубовича, поэта-народовольца, сосланного на каторгу. Поколение 80-х годов. Но прежде всего неверно, чтобы это была студенческая демонстрация. Не студенческие, а общеполитические мотивы вызывали ее. Мысль Анны Ильиничны ясна, но, быть может, для глубокого проникновения в сущность переворота, произведенного добролюбовской демонстрацией в сознании Александра, более пригодна иная аллегория». В годы ранней юности Александра наука закладывала основу учения об энергии, руководилась принципом, что причина всего равна следствию. При этом она, естественно, должна была объяснить процессы, в которых малые причины порождали большие следствия. Именно этими словами они тогда и характеризовались. В одной из популярных книг того времени в качестве иллюстрации приводилась снежная лавина, процесс, производящий катастрофические опустошения, но возникающий от малых, ничтожно малых причин, например, от взмаха крыльев птицы, низко пролетающей над гигантским напластованием снега уже созревшей лавины. В наш просвещенный атомный век, кто не знает о лавинообразных процессах, о так называемых цепных реакциях, когда малая причина, например, деления одного атомного ядра, поражает катастрофически большие следствия. Именно таков по скоротечности, по всеобъемлемости результатов и был умственный процесс, упомянутый на суде самим Ульяновым. Быть может, взмахом крыльев и явилась для него последняя фраза листовки об организованной силе, которую общество противопоставит грубой силе правительства. Написав эту фразу, он при его характере и складе ума, несомненно, задался вопросом, а что под этим следует понимать, и мысли его покатили в сторону террора. Толчок добролюбовской демонстрации, несомненно, привел в движение напластованные за 3 года жизни в Петербурге впечатления. Ведь это был город, где все и на каждом шагу кричало о разнузданной, по выражению Ленина, невероятно бессмысленной и зверской реакции царствования Александра III. Не случайно в листовке было упомянуто о похоронах Тургенева, на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые. После революции, когда открылся доступ к секретным архивам полиции и охранки, было обнаружено специальное дело о похоронах великого русского писателя. Из него мы узнали о том, какому надругательству подвергался прах Тургенева на пути из Парижа в Петербург, как лишили Льва Толстого возможности произнести на траурном собрании в Москве речь в память Ивана Сергеевича, да и многое другое. Но и то, что было известно тогда, вызывало омерзение и гнев в самых широких кругах интеллигенции. Не мог Александр не вспомнить своего посещения Петропавловской крепости, где среди многих благороднейших и смелых русских людей, становившихся в разное время
узниками казематов могил отсидел свои 4 года кумир его ранней юности Писарев. Тогда и не помышлялось, конечно, что и сам он, Александр, станет узником этого застенка. Он вспомнил и о смерти Писарева, утонувшего во время купания на Рижском взморье. Полицейский, приставленный к нему для наружного наблюдения, видевший, как тонул Дмитрий Иванович, пальцем не шевельнул, никого не позвал, чтобы спасти его. Не мог не вспомнить Александр и другого любимого писателя Салтыкова-Щедрина. Александру удалось повидать его даже дважды и пожать ему руку. Он ходил со студенческой депутацией на квартиру к Михаилу Евграфовичу, чтобы вручить адрес и поздравить с Днем Ангела. Единственный формально допустимый и все же небезопасный повод выразить любовь и горячую признательность опальному писателю. Затравленный, лишенный своего детища, его журнал «Отечественные записки» был закрыт в 1884 году. Больной на пороге смерти таким видел и таким вспомнил его Александр, когда лавина мыслей неслась с возрастающей скоростью. Помните, читатель, слова Никонова? Очень многие задавали себе вопрос, неужели не найдется людей, которые взялись бы устранить грубого деспота? Для Александра, как и для самого Никонова, такой вопрос был немыслим. Почему надо уповать на других, если надо устранить? Берись за дело сам. В записках шлиссенбуржца Михаил Новорусский писал об Александре. Ему, самоотверженному защитнику террора, пришлось пережить немало тяжких минут раздумья и колебаний. Идти самому на этот путь не значит идти к победе. Победой, если она будет, воспользуются другие. Участника же, который становится на этот крестный путь, скорее всего, ожидает смерть. А идти на смерть сознательно в 21 год, на заре жизни, когда человек полон самых возвышенных стремлений, рвется к делу, борьбе, жизни, а не к смерти. На это нужна необычайная решимость. Справедливо сказано, очень трудно подобрать естественную, особенно сильную у молодого жажду жизни. Но мужественному человеку обдуманно и убежденно, избирающему террор в качестве революционного оружия, мысль о смерти не страшна. Он приемлет ее спокойно, как неизбежность им самим вызванную. Несомненно, жизнь Александра Ильича до краев полнилась самыми возвышенными стремлениями, недюжинными делами, благородными мечтаниями о личном счастье. А добролюбовская демонстрация, толкнувшая на путь революционного террора, понуждала принести все в жертву новой жизненной цели. Пусть такое требование и не противоречило моральному кодексу, установленному им для себя, а совпадало, результат не менялся. В этом нравственном подвиге вся натура Александра. Этот подвиг являет нам жизнь его трагически прекрасная. Но раньше, чем совершить его, надо было обратиться к надежному советчику, к высшеколенному аналитическому уму, оберегавшему во всем случаях жизни от поспешных, сомнительных, сложных шагов. И прежде всего надо полагать, Александр почувствовал необходимость проверить еще раз, как уживается идея революционного террора со сложившимися у него к этому времени теоретическими представлениями о пути развития русского революционного движения. Для биографов Александра Ульянова его теоретические искания являются той единственной областью, где, к счастью, можно опереться на документы авторов, коих был он сам. Их три. Во-первых, листовки 17 ноября в Петербурге. Во-вторых, программа террористической фракции «Народной воли». Так именовала себя в этом документе группа Александра Ульянова. И, наконец, стенограмма его речи на суде. «Я могу, — говорил Александр перед судьями, — отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства
общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Разъясняя слова брата о смутном чувстве ранней молодости, Анна Ильинична в своей книге рассказала маленькую историю. Однажды, когда семья Ульяновых жила, как обычно в летнюю пору, в деревне Кокушкино, 9-летний Саша и 11-летняя Анна отправились покататься на лодке. На реке их застал дождь. Боясь, что слегка простуженная сестра расхворается всерьез, Саша, гребя изо всех сил, погнал лодку в ближайшую деревню Татарская. Здесь они забежали в избу хорошего знакомого Ульяновым, охотника и рыболова Карпия. Это был талантливый самородок с речью, блещущий остроумием и меткими сравнениями, писала Анна Ильинична. Но особенно запомнила я нашу беседку с ним в этот раз. Он рассказывал нам, как по царскому приказу гнали через Казанскую губернию в Сибирь жиденят. Этот рассказ очевидца был ярок и произвел на нас сильное впечатление. Насколько глубоко он запал в детские души, можно понять из того, что через десяток лет, читая былое и думая, Герцен Александр и Анна живо вспомнили охотника Карпея. Тогдашняя детская печаль и жалость сменились негодованием. Герцен, встретив по дороге собственную ссылку этих 8-9-летних еврейских ребятишек, оторванных от родителей, бредущих из последних сил неизвестно куда и зачем, и умирающих по дороге от этапа к этапу, сам Герцен глотал слезы бессильной ярости. Какие чудовищные преступления, бессвестно схороненные в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая. Воспитанные в уважении к инородцам, населявшим Симбирскую губернию, к татарам, чувашам, мордвинам, для которых Илья Николаевич строил школы, готовил преподавателей из их же среды, воспитанные в духе чуждом великодержавному шовинизму, Александр и Анна горячо сочувствовали ярости Герцена. И Анна Ильинична была, несомненно, права, заключив свой рассказ утверждением, что для Саши это было одним из фактов, пробуждающих в нем еще в детские годы то смутное недовольство существующим политическим строем, о котором он говорил в своей речи на суде. Но вот мы переносимся в студенческие годы Александра и с недоумением читаем о воспоминаниях близких товарищей, о его аполитичности. Чеботарев, например, писал, имея в виду первый год питерской жизни. «Я принимал тогда деятельностью участие в Поволжском землячестве и на первых же порах заговорил с Александром Ильичем о вступлении его в члены этого землячества, ровно как и с приехавшей вместе с ним сестрой его Анной Ильиничной, но сочувствия не встретил. Мне показалось, что оба они слишком для этого благовоспитаны, приехали в Питер только учиться и заниматься чистой наукой, а не политикой». О том же примерно писал и Говорухин. Он утверждал, что даже на третьем курсе Александр не участвовал еще ни в революционных организациях, ни в кружках самообразования. О студентах, которые работали в этих кружках, он, по словам Говорухина, говорил: «Болтают много, а учатся мало».